Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о том, как переделать галогенные фары Honda Fit Shuttle гибрида на евросвет. То есть, чтобы у нас фары светили не навстречу, а в сторону обочины. Для этого нам необходима лампа. Сейчас я продемонстрирую. Вот, допустим, эта лампа с всеми ее тремя усами. Стоит она у нас примерно вот под таким углом. Что нам нужно сделать? Нам нужно повернуть лампу внутри фары примерно на 15 градусов. То есть с помощью переходника, вот здесь вот у нас верхний ус лампы, который у нас вот так вот внутри фары повернется примерно на 15 градусов, получается, против часовой стрелки. То есть лампа сейчас стоит вот так, а будет стоять вот так. Для этого нам нужно либо изготовить, либо купить переходники. Сейчас все покажу. Вот на Авито продаются такие вот переходники, собственно, вот я их и демонстрирую. Стоят они 300 рублей. Объясняю, почему я их купил. Потому что они изготавливаются в моем городе, то есть мне не нужно платить за доставку. Поэтому я взял 300 рублей, доехал до продавца и купил эти переходники. Все, никаких проблем. Это первый метод, ленивый, скажем так, платный. Есть метод бесплатный. Я вам, кстати, в описании приложу ссылки на драйв. Там есть два метода, как сделать эти переходники бесплатно. Вот так вот это примерно все выглядит. Ссылки оставлю на вот этот материал. Все сами почитаете, все увидите. Вот. Рассказываю, почему я все-таки купил, а не поступил, как написано на драйве, даже в двух журналах. Потому что для меня оказалось огромной проблемой достать сгоревшие либо ненужные лампы H4. Вот. Это было огромной проблемой. Я в течение 2 недель опросил на работе примерно 15 коллег, заезжал также в дружественные, в знакомые мне СТО, и нигде не смог за 2 недели достать 2 лампы H4. Удалось достать только одну лампу H4. Все. Поэтому я решил, что пора действовать, хватит мучиться, и просто купил данные переходники. Итак, переместились мы с вами в автомобиль под капот. Сейчас будем снимать лампу. Снимаю я для контраста только одну сторону, то есть которая у нас со стороны встречки. Отцепляем разъем. Снимаем резинку. И отцепив фиксатор, снимаем лампу. Вот лампа у нас Philips H4LL. Итак, вот мы берем извлеченную лампу. Напоминаю, что лампу за цоколь, вот об этом, кстати, есть предупреждение на коробке. Лампу за цоколь брать ни в коем случае нельзя, потому что у вас потом цоколь приобретет причудливые формы, и лампа испортится совершенно. То есть нельзя, чтобы на колбу попадал жир от пальцев и прочее. То есть лампу нужно держать только в чистых перчатках, либо чистыми новыми салфетками, тряпками, чем угодно. Но только не руками. Сейчас мы будем одевать сюда наши переходники. И будем загибать вот эти вот ноги самой лампы.
такой вот предварительный вариант. Две ноги подогнули. Сейчас поправим. Выровняем накладку, чтобы она была ровно с основанием лампы. И загнем третью ногу. И готово для установки. Значит, чтобы было нагляднее, я вам покажу, когда стемнеет, вариант, как было, то есть без установки обе фары. И после установки сразу же обе фары. Ну и попробуем промежуточный вариант, то есть одну фару, допустим, левую мы поставим вот в таком виде, правую мы оставим в стоковом состоянии, как она у нас с завода. Вот, но сразу же хочу обратить внимание на то, что лампы я ставлю усиленные Philips Plus 30%. То есть по яркости было и стало будет несколько отличаться. Вот, но тем не менее суть галочки была она у нас влево и станет вправо. Я думаю, вы уловите, несмотря на то, что будет разница в освещенности. Итак, контрольный замер света. Вот мы видим, что у нас галочки смещены в сторону стречки. Сейчас я поменяю одну лампу и посмотрим. Итак, я поменял одну левую лампу, контрольный замер. Вот, пожалуйста, у нас галочка сместилась уже в правую сторону. Сейчас поменяю вторую лампу и посмотрим финальный результат. Итак, поменял правую лампу, контрольный замер. Вот теперь мы видим, что у нас обе галочки сместились со стороны встречки с левой на правую, то есть на обочину. Все, вариант абсолютно рабочий. Всем рекомендую. И техосмотр, кстати, вы спокойно пройдете вот с такой переделкой, которая не видна и не является вмешательством, в общем-то, в конструкцию. Все, всем удачи в работе. Надеюсь, видео очень вам помогло.